сегодня в гостях олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира и просто вообще невероятная какая-то девушка Маргарита Мамун. Рита, Рита. Смотри, какая она принцесса. Привет, привет. 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 Доброе утро. Доброе. Маргарита Мамун, прославленная гимнастка, олимпийская чемпионка, пошла по стопам своей мамы, тоже гимнастки. Поклонники называют Риту бенгальской тигрицей. Ее папа Абдулла Аль-Мамун родом из Бангладеш. Именно благодаря восточным корням Мамун считается одной из самых чувственных и эмоциональных художниц. В копилке Маргариты 7 золотых медалей за победы в чемпионатах мира, 4 золота Европы. Но абсолютным триумфом для нее стала Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Ведь сразу после вручения золотой медали прямо на балу олимпийцев Рита получила еще и предложение руки и сердца от пловца Александра Сухорукова. Сегодня Маргарита Мамун в гостях «Утро пятницы» признается в любви к сладкому и расскажет о самом важном дне в жизни каждой девушки. Вот мне очень интересно, Рит, как начинается твое утро вне спорта? Тяжело, так и когда я в спорте. То есть разницы никакой? Нет, абсолютно никакой. Всегда тяжело просыпаться, всегда тяжело себя поднять. Где вы были, когда я готовилась к Олимпийским играм? Я бы вас включала бы, мне было бы просто проще бы вставать, мне кажется. Мы тебе не мешали, не отвлекали тебя? Не сбивали твой настрой рабочий? Нет, абсолютно нет. Ну расскажи, какое оно? Вот подъем, что дальше? Просто, как мне кажется, что жизнь гимнасток, она просто какая-то невероятно сложная. Ну, как и любого спортсмена, мне кажется, потому что спорт – это невероятный труд, и когда ты просыпаешься с утра и понимаешь, что тебе нужно вставать, и у тебя будет сейчас тот же самый день сурка, тебе нужно умываться, завтракать, идти на тренировку, потом отдыхать, идти на вторую тренировку, восстанавливаться и ложиться спать, и так все по новой, поэтому это очень тяжело. Выживали как могли, так скажем. После Олимпиады тебе сделали предложение. Да. И нам с Машкой, как двум незамужним девчонкам, расскажи, подсласти нам утро, пожалуйста, как это было? Это было очень здорово. Я не ожидала, на самом деле, потому что мы были вместе 10 дней на отдыхе, так скажем, на сборах восстановительных. И он был все это время со мной. Мы прилетели в Москву, и в этот же день пошли на бал олимпийцев. Для меня было, конечно, сюрпризом, потому что я никак не ожидала этого, что именно сегодня будет, но я потеряла дар речи, там еще очень много было журналистов, я просто в ступоре. Говорю, вот видите меня на свежий воздух. Конечно, я сказала «да», и много раз, хотя Саша не услышал, потому что он волновался. И потом, когда мы... И там такой брат Ну, когда вот мы отошли, и потом вот сели за столом, он такой: так что ты сказала? Я говорю: стоп, кольцо здесь. Я сказала «да». А получается вообще как-то пересекаться? Все-таки он спортсмен, у него сборы, ты спортсменка. Когда вы находите это время? Но когда мы готовились к Олимпийским играм, мы его не находили. Мы не видели друг друга по 3-4 месяца, потому что он вообще класс. Потому что он тренировался в Лос-Анджелесе. Еще лучше, потому что эти часовые пояса. То есть я просыпалась, он засыпал, я заканчивала тренировку, он только просыпался. Вот этот был период после тренировки, вот как раз это была мотивация быстрее встать с утра, начать тренировку, чтобы вечером выйти с скайпа, поговорить с Сашей. А я вот еще хотела поговорить по поводу генетической составляющей тебя. Вот по поводу того, что у тебя бенгальские корни. Да. А удалось ли посетить ту часть света, откуда корнями ты держишься? Да, я наполовину русская, наполовину бенгалка, папа у меня из Бангладеша. Я была там. Да, вот расскажи про свои впечатления. Я была там последний раз, когда мне было 10 лет. Но на самом деле мне очень там нравилось, потому что папа 7-й ребенок в семье. То есть у меня там было очень много братьев и сестер, двоюродных, двоюродных дядь, тёть. Да, там у них это принято. И это очень здорово, там такая теплая атмосфера. И постоянно кто-то проходит мимо в клетках, попугайчиков продает. То у меня папа купил цыпленка, я помню, у меня был домашний цыпленок маленький. Там очень красиво, там есть бамбуковые рощи, лотосовые поля. То есть, абсолютно другой мир, конечно же, но была последний раз там уже 11 лет назад, получается. Но я хотела съездить в прошлом году, но не получилось. Но в этом году вот у меня мой виш-лист посетить
А что в твоем виш-листе вообще на будущее в плане твоих достижений? Чего дальше? Пока не знаю, на самом деле, Олимпийские Свадьба. игры. Ну, свадьба, это понятно, но в плане достижений хорошо. А какая свадьба будет? Но будет в узком кругу, это точно. Сейчас столько всего есть, что просто глаза разбегаются, и чем больше выбора, тем мне тяжелее вообще ориентироваться в пространстве. А какие-то бенгальские обычаи будут присутствовать? Пока не знаю. Я тебя прям представляю. А я представляю, что он в плавках. Но он иногда прикалывается. Он еще в шапочке. Горячий. Пошли танцевать. Да, это Зато было бы такого весело. ни у кого не будет. Это да. Удивите всех. Многие этого не вынесут. У нас есть Пинчо. Пинчо, привет, дорогой. У нас сегодня в гостях очаровательная Рита. Прямо сейчас я тебя дам ей в руки. Не переживай. Он сейчас увидит тебя и очень заволнуется. Он кричит, это она, олимпийская чемпионка. Он влюбился. Бенгальская тигрица. Рит. Вот нужен лайфхак. Чтобы вам показать. Нам сейчас в студию залетит какой-то предмет. Оп. Можно сделать вот так. Ух ты. Это сейчас трюк. Да. Простой гимнастический трюк, так скажем. Ну, простой А ты так можешь с гимнастический. любым мячиком? А можно я попробую? Да, у нас такой обычно простой больше и гимнастический? не пупырчатый. Сейчас вы поймете, почему меня мама не отдала в гимнастику. Ну, Вот. Мария, я горжусь тобой. Моя очередь. Да. Так. Дайте галочку в конце. Вот так еще можно. И побежала за мячиком. Ну, практически, Лер, молодец. Вот так. А есть какой-то вот именно твой совет, ну, вот какой-то твой секретик? Неважно какой. Я не знаю, на самом деле многие спрашивают, например, как я настраиваю себя перед соревнованиями, особенно перед Олимпийскими играми. Но я нашла для себя такую фишку. У нас идет 1,5 минуты упражнений, и я должна смотреть там на циферблат, к примеру, и вот эти 1,5 минуты я не должна не думать ни о чем. Вот это на самом деле настолько тяжело, что вот просто вот сидеть и смотреть за этой секундной стрелкой, и вот чтобы никакая, ни единая мысль не проскочила. Вот, и это мне помогло. Концентрация, да? Такая абсолютно. медитация, концентрация. Медитация, концентрация. То есть перед тем, как выйти на какое-то ответственное задание, посмотрели за циферблатом, да, и ну, вперед. где-то на телефоне, где-то на часах просто. Минута, не думая ни о чем, ни о ком, просто вот там я смотрю на стрелку. И вот просто попробовать вообще полностью освободить свою голову, это очень тяжело, но действенно. Спасибо тебе большое, что к нам пришла, поделилась. Спасибо вам. Мы тебе желаем прекрасной свадьбы. Спасибо. Чтобы все получилось, чтобы ты не волновалась, была самой красивой.